Здорово, ты на канале, посвященном настройке OBS. Тут будут некоторые видосы появляться, которые касаются настройки конкретно сцен, да, которым я хочу посвятить большую часть времени. Но и настройкам, которые не совсем касаются сцен OBS, как-то косвенно, да. Добро пожаловать, устраивайся поудобнее. Меня зовут Sunrise Child, и мы сегодня хочу я с вами поговорить о такой штуке, как под названием SteelSeries GG. Это бесплатная софтина, которая помогает вам разделить несколько звуковых потоков, точнее ваши звуковые потоки на разные потоки и выводить их в отдельные звуковые дорожки в OBS, группировать их. Менеджмент удобный, да, в этой программе. Я покажу, как это все делается. И самое главное, что ваши все настройки будут применяться к абсолютно любой программе в вашей винде, да, или каких устройств. Ну, если, я не знаю, можно ли использовать это на macOS'ах, вот, но на Windows точно можно, и в любом там Дискорде, в Телеге и так далее. Несмотря на то, как бы шумно у вас вокруг не было, какой шикарный микрофон у вас бы не был, да, или крутой, вот, поможет немножко улучшить, да, качество вашего звучания, я думаю. Ну и также взаимодействовать, естественно, OBS с разными программами. Вот так вот выглядит интерфейс программы. Ну, начальная домашняя, естественно, это от SteelSeries, так как продукция компании SteelSeries, да, здесь немножко рекламы, всякий функционал есть дополнительный, можно сохранять там по типу Shadowplay и так далее, да, но мы эти вкладки трогать не будем, нас интересует именно вот вкладка Sonar. Ссылка на скачивание будет в описании, там, думаю, все просто, далее нажмете. Если там вам будут впихивать рекламу под галочками, естественно, при каждой инсталляции любой программы читайте, что там вы галочки какие ставите. Вот, и лишнего софта, чтобы не установить. Ну, и либо через диспетчер потом все поудалять лишнее. Вот, устанавливайте. Для начала вам надо будет создать учетную запись. Для этого здесь зайдете, думаю, разберетесь, да, как создать учетную запись. Не буду весь цикл показывать. Далее, здесь надо будет, у вас попросят указать устройство, которое вы используете. Есть личный микс, есть микс для стрима и вывод микрофона. Микрофон указываете, естественно, какой вам нужен, которым пользуетесь в данный момент. Также личный микс — это то, что выводится вам в уши. Это можно, ну вот у меня два одинаковых устройства, что в микс стрима, что я хочу слышать то, что у меня выходит на стрим. Можно, конечно, какие-то звуки отключать, но так как full контроль хочется бы, чтобы был, поэтому указываю одинаковые устройства. Но вы можете поиграться, здесь даже громкость разную поставить, да, вам потише, там погромче. Вот я даже отдельную дорожку вывожу, видите, себе в уши. Вот дальше получается у нас будет 4 звуковые дорожки нам установятся, да. Вот. Не забывайте здесь переключить вот стример мод. По умолчанию у вас будет эта галочка отключена. Записываю эту запись поверх видоса, так как программа мне выключила просто звук микрофона. Можете оставить настройки, как у меня. Вот сейчас OBS у меня везде звук транслирует на все 4 дорожки. Вот. И после настройки здесь можно горячие клавиши назначить на плюс-минус звук, но как бы я вот не трогаю. Можете оставить, как у меня, все настройки. И здесь шестеренки тоже не особо залазить. Вот, если, ну, показываю, да, как в шестеренках у меня стоит. Здесь добавить личный микс, здесь тоже. Здесь тоже. Здесь тоже добавить личный микс. И здесь ничего нету. И вот это галочки. То есть можно вот так убрать, и галочки не стоит. Вот. Сюда Disable Channel, ну, я думаю, вам не понадобится убирать каналы. Их бы как бы лучше бы добавить, мне кажется. Но, по-моему, тут вот максимум 4. Значит, каким образом происходит манипуляция? Здесь вот уже разделенные каналы. На игровой чатик, значит, медиа есть, если вы там проигрываете, сейчас запущу вот Яндекс.Музыку, например, и у меня будет здесь на медиа Яндекс.Музыка, например, определена. Возможно, вот видите, запустил.
Вот, сейчас убавлю звук на Яндекс.Музыке, но оставлю включенным, чтобы вам показать. И на всякий случай не мешалось. Вот так. Представьте, что у меня музыка на фоне играет, только я убавил ее. Здесь вот видите, Яндекс.Музыка. Просто берете, перетаскиваете на любую дорожку. Значит, вот есть интересный ползунок между... Чат-микс называется, да? Между игрой и чатиком. То есть, когда вы общаетесь с кем-то в чате, звуковой сигнал также, там, если мне кто-то в телегу, в Discord будет говорить, у меня здесь уже определено сюда перетащены все. Вот таким образом я перетащил все Discord и телегу и так далее. Вот, и они у меня здесь появляются. То есть, как только звуковой сигнал туда идет, у меня звук с игры на стриме и для меня лично становится тише, чтобы мне лучше было ребят слышно. И как только они перестают разговаривать, значит, сразу звук поднимается наверх. Ну и здесь, значит, разделяете, например, вот здесь все игровые какие-то моменты, ставите здесь мессенджеры. Эти мессенджеры можно будет потом в OBS отдельно мьютить, чтобы не пукало нигде, не звенело, чтобы не сбивать своих зрителей с толку. Вот, и, значит, здесь вспомогательный, то есть это запасная дорожка, так у нас, скажем, то есть можно там какие-то звуковые моменты, например, браузеры туда все определить, да, когда вы будете на ютубе смотреть, что-то можно отдельной дорожкой будет выводить в OBS. Здесь еще дополнительно в окошках есть настройки. Можно эквалайзер отдельно давать на чат, на медиа и вспомогательные. Но я предпочитаю не трогать, да. Тут аудио можно в разные стороны выставлять, разделять, да. Но можете поиграться. Но я, чтобы не заморачиваться, особо туда не вникал. Самое главное, что вам нужно сделать, это, внимание, поставить в качестве воспроизведения по умолчанию сменить на Sonar Gaming в самом Windows. Сейчас покажу, где это. Значит, заходим вот здесь, с правой кнопкой на звуки нажимаете и открыть параметры звука. И вот в открывшемся окне видим вот такую картину. Выберите воспроизведение, место воспроизведения звука, да, где настройка, система, звук. Вот, если что, вдруг можно найти параметр. И здесь выбираем SteelSeries Sonar Gaming. Все. Это мы по умолчанию поставили для всех устройств. Звук по умолчанию, вот это воспроизведение звука. Ну и то же самое надо сделать с микрофоном, поэтому чуть ниже колесиком прокручивайте на этой же страничке со звуком. Здесь выбирайте SteelSeries Sonar микрофон. Вот, и это не трогайте, все оставляйте. И у нас теперь в Windows по умолчанию всегда стоит наша программа SteelSeries Gaming. Ну так вот, собственно, про что разговор? Про микрофон. Как я, сейчас вам немножко продемонстрирую, да, вот, во-первых, здесь есть эквалайзер встроенный, можно подкрутить самим, вот за эти ползунки передвигая, да, слушая себя, можете на записи, например, слушать, да, и подкрутить, как бы вы хотели, чтобы вас слышали с вашего текущего микрофона, а другие участники вообще везде. То есть, кроме как личного общения, да, нигде никто может не услышать ваш настоящий голос. Вот, поэтому во всех телегах, там, зумах и прочих программах, так как там используется по умолчанию, да, устройство Windows, если вы там ручную выставляли, тогда перевыставьте. Если надо, я, например, вам в Дискорде покажу сейчас, чуть попозже. Ну так вот, смотрите, что, например, делает. Вот здесь есть такая интересная штука, умное шумоподавление. Вот на минимум сделаю, да, чтобы понятно было. Значит, дую в микрофон. Слушайте. Вы думаете, я перестал дуть? Нет. Тут я не перестал. Как видите, теперь у меня там даже если, например, когда я буду говорить, скорее всего будет слышно, но когда я буду молчать, точно вы ничего не услышите. А возможно, я не могу сейчас говорить и дуть, да, надо проверять фен, например, да, сделать. Кстати, давайте попробуем, поэкспериментируем с феном. Сейчас принесу фен, секунду. Оп, забрал уже фен. Сейчас будем тестить, как умное шумоподавление работает здесь. Попробуем, не знаю, на максимуме сейчас. Вот вдалеке чисто его поставлю. Он шипит.
Не знаю, вот вдалеке шипит фен, да, и поближе сейчас поставлю. Не знаю, это экспериментальная чисто история, может быть и не работает. Но если работает, будет вообще бомба-пушка. Вот, ну, я максимально сейчас подую на микрофон, вот, и буду говорить одновременно, не знаю, вот, под ветром прям. Если это зашумодавит, то ну, тогда вообще гигапушка, можете смело выкручивать на макс и добавлять. Вот такая вот штука. Вот, ну как бы то ни было, главное, что, например, вот если я просто дую, да, вот так, то вы ничего не слышите. Вот здесь, значит, есть еще компрессор встроенный, то есть можете сразу все свои фильтрики OBS на микрофон накинутые, можете все отключать, не надо там ничего настраивать, у вас будет одна настройка везде, на все программы одинаковая. Вот у меня сейчас микрофон стоит, Fifine мой, надо, переключился, видимо, я тут программой баловался. Вот, мы, естественно, поставим SteelSeries Sonar. Значит, далее, если вдруг вам, например, надо наушники вы поменяли, или у вас два вида наушников, или 3, или там еще вот у меня на телевизоре, например, звук тоже выводится. Иногда киношки смотрю. Здесь просто меняете личный микс любой. Выбираете, куда вам нужно звук выводился, и он, собственно, меняется. Это аналог того, где вы в самой винде там нажимаете громкости и там выбираете источники звука. Ну и раз уж пошел разговор про то, как использовать это все для OBS, давайте добавим сцену в OBS, наш тестовый. Вот у нас были сценки две, нам надо добавить на обе аудиоисточники. Вот, но чтобы на каждую не тыкать, нам надо сделать отдельную сцену под названием аудио, которую мы будем добавлять на другие сцены. Все, добавили аудио, переместили в сервис, потому что, ну, можно сказать, во вкладку сервис отделили, чтобы потом не путаться. Добавляем захват выходного аудиопотока. Назовем его игра. Скобочка game. Слэш game. Нажимаем хорошо. И выбираем здесь гейминг. SteelSeries Sonar Gaming. Добавим еще 3 источника оставшиеся. У нас один чат. Выберем SteelSeries Sonar чат. Еще один у нас источник медиа. Выберем SteelSeries Sonar Media. И теперь еще один источник разное, мы его назвали, да? Ну или others, я не знаю. И здесь AUX, надо выбрать AUX. Все, вот такие у нас, например, вот смотрите, сейчас Яндекс.Музыку запущу, только без звука. Ой, звук потише прям сделаю. Вот видите, поет. Ну и здесь можно там накладывать фильтры разные. Например, у меня есть такая штука, я сделал, да, в тот момент, когда у меня происходит донейшн или какое-то событие происходит, у меня выскакивает алерт и музыка, если в том случае, если я прослушал музыку, она у меня убавляется для зрителей. Зрители перестают слышать музыку, слышат только алерт. И что нам, например, дает такую возможность не путать наших зрителей, что происходит вообще у них в ушах. Вот, возможно, даже и игру можно приглушать, то есть чисто, чтобы один алерт был слышен. Если у вас красивый какой-то там длинный алерт, и вы хотите, чтобы музыка на музыку, например, не накладывалась, или там вот у меня слова, например, да, и чтобы, если музыка играет со словами, то не пересекались, не перенакладывались. Вот, как это сделать, будет позже, может, видосы, если будете хорошо лайкать и просить в комментариях, естественно. Вот. Давайте еще добавим сюда одну важную часть, такую как микрофон. Микромик. Вот здесь выбираем SteelSeries Sonar микрофон. Вот, и теперь мой микрофон, видно, здесь вот в OBS выводится. Теперь сколько бы у вас сцен не было, вы просто жмете либо правой кнопкой добавить сцену, либо плюсик жмете добавить сцену.
И здесь выбираете из готовых сцен аудио. Все, добавили здесь аудио. Идем в следующую сцену. Можно прям копировать, если лень, туда-сюда вставлять. Все, вот у нас идентичный источник здесь. Теперь, например, если мы здесь применим какой-нибудь фильтр, ну, например, усиление. Поставим, окей. Вот, сделаю закрыть. И проверяем, да, что на других сценах тоже усиление. Вот, проверяем, на этой сцене тоже усиление есть. И здесь тоже на этой сцене усиление есть. Все. То есть можно играть сразу в дальнейшем, да, когда вы будете с одной кнопки, например, вам надо будет замьютить микрофон. Вам достаточно будет настроить программу, да, или что там у вас, Stream Deck или так далее. Или просто выключить микрофон в режиме студии в OBS, да, жмете здесь глазик, пропадает микрофон. И здесь на этих сценах тоже микрофон пропадает. То есть нету здесь, видите, да? Вот, замьютились. Вместо того, чтобы, да, делать здесь на этой сцене замьютить, там замьютить. Это еще одна польза, так скажем, выведения различных элементов, которые есть общие на всех сценах, ну или на части сцен, в отдельный блок. Вот это отдельный блок, аудио мы его назвали. Вот, и теперь включили, видите, все есть. В общем, все, вот такой видос получился. Обязательно тыкайте лукасы, обязательно просмотрите все видосы. Если вдруг вам этот видос показался полезным, то другие будут, естественно, не менее полезные. Обязательно просмотрите все видосы, они выделены в отдельный плейлист. И, возможно, вы захотите узнать еще более какую-то подробную информацию, перейдя на Boosty, оформив платную подписку. Она там небольшая, 150 рублей на данный момент. Может быть, я уже развился, и она стоит дороже. Вот, но, по крайней мере, на данный момент, сейчас 2024 год, 06 месяц, стоит всего 150 рублей. Вот, ну и все, увидимся в следующих видосах. Буду пилить вам еще какой-нибудь контент интересный, познавательный для стримеров. Всем давайте пока, счастливо. Приходите ко мне на стримы, буду рад. Значит, смотрите, закончилась запись. Думаю, ну просмотрю видосы, который заснял. И знаете, что я понял? Звуками фен-то не слышно было. Фильтр-то работает. Так я вам сейчас продемонстрирую, как он шумел. Вот я его притащил по новой. Включаю сейчас звук. Значит, естественно, он очень сильно дует, как ветер штормовой мне в микрофон. Сейчас буду убавлять звук. Поэтому у меня и звук такой поломанный, потому что он даже звук мой сбивает из рта, из моего. Сейчас я убавлю вам шумотав, и вы поймете, про что я разговариваю. Вот, я убавляю звук, и вот такой трэш происходит теперь в ушах. Вот так вот, такие дела. Значит, все, выключаю. Вот так работает, оказывается, фильтр умненький. Вот, ну и что? Значит, если вы живете на море и решили постримить в шторм в какой-то, в лютый, это прям будет супер галочка для вас. Все, давайте еще раз пока, все, всем счастливо.